Использование горячих клавиш тренирует наш мозг и делает обработку наших фотографий быстрее и эффективнее. Друзья, если мы откроем с вами на сайте Adobe инструкцию по использованию горячих клавиш, то мы увидим просто невероятное количество сочетаний кнопок. Но не обязательно использовать все эти горячие клавиши. Во-первых, их не запомнишь, во-вторых, это очень большой функционал, и в обычной обработке мы это все не применяем. И сегодня я подобрал для вас 35 горячих клавиш, которые вам необходимо использовать для того, чтобы качественно, быстро обрабатывать ваши фотографии, повышая свой скилл. И цель этого видео — познакомить вас с функционалом Lightroom, который вы, возможно, знаете не весь, показать и рассказать, как работают горячие клавиши. Работать я буду в Windows, но разница между Windows и Mac заключается в том, что Windows Control на Mac это Command, Shift это Shift, Alt это Option. Ну и смотрите видео, дальше будет вам предоставлена шпаргалка, вы сможете ее заскринить с экрана и использовать при своей обработке. Самое первое правило, которое нужно учесть при работе с горячими клавишами, это у вас должна стоять английская раскладка. Если раскладка стоит русскоязычная, то система не всегда определит правильность использования сочетаний кнопок. Я думаю, что по вступительной части сказано уже достаточно. Для тех, кто впервые меня смотрит, меня зовут Серджио, вы на канале Art Photo Life. И мы не будем больше терять времени и поехали! Первая кнопка, друзья, кнопка И. Она выводит информацию о нашей фотографии. Нажимая повторно, вы меняете перечень предоставленной информации, но она всегда может быть у вас перед глазами. И если вы остановились на каком-то выборе, то сочетанием клавиш Ctrl-I можно скрыть или вернуть информацию о вашем изображении. Далее, друзья, сочетание клавиш левого Shift и L дает нам возможность посмотреть наше изображение на черном фоне. Зачастую вся настройка интерфейса мешает разглядеть фотографию, а таким образом улучшается восприятие и нам лучше оценить свой снимок. Повторное нажатие Shift-L возвращает интерфейс, но делает его слегка приглушенным по свету. Еще раз нажимаем Shift-L и возвращаемся к обычному состоянию. Кнопочка F переключает режимы экрана. Вы можете посмотреть чисто ваше изображение на весь экран, и повторное нажатие вернет вас в первоначальное состояние. Далее, друзья, кнопочка F6 скрывает кинопленку, кнопочка F7 скрывает и возвращает левую панель, и кнопочка F8 скрывает и возвращает правую панель. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения, удерживаем Ctrl и нажимаем либо плюс, либо минус. И если у вас подключен второй монитор, то кнопкой F11 вы активируете второе дополнительное окно. С интерфейсом, пожалуй, все, и теперь переходим к обработке. Итак, если вы начинающий фотограф и пока еще не понимаете, как работать с балансом белого, вы можете подключать некоторые автоматические настройки. В сочетании клавиш Ctrl-U и, соответственно, Command-U вы можете включить автотон, и у вас базовые настройки выстроятся самостоятельно. Иногда они работают немного лучше, чем ты сам. Кнопочкой Ctrl-Z можно отменить последнее действие. Автоматический баланс белого запускается сочетанием клавиш Ctrl-Shift-U, и он бывает иногда неплохо подсказывает по температуре снимка. Друзья, если вы работаете с черно-белыми фотографиями, то вам просто необходимо кликнуть кнопочку V, и ваша фотография преобразуется в черно-белое изображение. Сразу будет доступна панель смешения черно-белого, где вы можете поработать отдельно со светимостью каждого цвета, двигая ползунки влево или вправо. После обработки фотографий, если вы переходите на похожий снимок и хотите к нему применить те же самые настройки, вам необходимо просто-навсего нажать сочетание клавиш Ctrl-Alt-V. И на текущее изображение лягут те настройки, которые вы применили в предыдущем снимке. Создать пресет можно сочетанием клавиш Ctrl-Shift-N. И у вас сразу выскакивает панель, где вы можете создать свой пресет, свой стиль. Для того, чтобы синхронизировать настройки вашей фотографии с несколькими другими похожими снимками, для этого необходимо при
текущем изображении выбрать дополнительно фотографии, которые вы хотите обработать также. Удерживая кнопочку Ctrl, выделяем фотографии и нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Alt-S. И ваши изображения автоматически обработаются также. Не забывайте, что у вас должна быть включена клавиша автосинхронизация. Для того, чтобы сбросить все настройки, которые вы применили к своему изображению, необходимо нажать Ctrl-Shift-R. И абсолютно все настройки вернутся к дефолтному состоянию. Кнопкой T можно вызвать дополнительную панель, в которой отображается оценка фотографии, отображение вариантов до-после и настройка референтного изображения. Для того, чтобы отредактировать саму панель, кликаем вот здесь на стрелочку и добавляем либо убираем тот функционал, который нам необходим. Для того, чтобы посмотреть изображение до обработки, нажимаем слэш. Если вы хотите видеть обработку до и после на одном экране, нажимаем Shift-Y, Alt плюс Y разделит вашу фотографию по горизонтали. И теперь, друзья, вот здесь в левой панельке вы можете настроить тот вид, который вам нравится больше всего, и дальше работать уже непосредственно с ним. И просто кнопочкой Y мы можем вызвать изображение до, и оно всегда будет рядом стоять с нашим изображением, в которое мы вносим какие-то изменения. И как бы мы ни ретушировали, ни меняли нашу фотографию, наш итоговый снимок будет всегда оставаться неизменным. Для того, чтобы сохранить фотографию, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Shift-E, и сразу всплывает окно для экспорта. А сочетанием клавиш Ctrl-E можно открыть фотографию в Photoshop, где продолжить ее редактирование. Ну а мы продолжаем работать в Lightroom, и для того, чтобы быстро вызвать инструмент обрезка, необходимо просто кликнуть кнопочку R. Кнопочкой A мы включаем и отключаем свободное трансформирование, а кнопочкой O меняем сетку. Поменять ориентацию сетки, в случае спирали Фибоначчи, например, это актуально, можно сочетанием клавиш Shift-O. И Ctrl-Alt-R сбрасывает наложенную обрезку. Инструмент удаления областей можно быстро вызвать кнопочкой Q. И таким образом мы Ctrl плюс увеличиваем фотографию и можем произвести чистку пятнышек, выгоревших пикселей и мусора на фотографии. Переключать между клонированием и восстановлением можно при помощи кнопки Shift-T. Кнопочка К вызывает корректирующую кисть, при этом колесом мыши мы можем менять ее размер, а если мы зажмем при этом Shift, то мы будем менять область растушевки. Кнопочкой М открываем панель маскирования, где можем мгновенно применить какой-нибудь градиент. Сочетание клавиш Shift-T активирует инструмент правка геометрии по направляющим. А теперь, друзья, на экране горячие клавиши, которые вы можете заскринить и использовать как шпаргалку при обработке своих фотографий. Вероятно, вы будете пользоваться не всеми горячими клавишами, по которым мы сегодня прошлись, но основные ваши самые любимые функции здесь есть. Я думаю, они запомнятся, и вы быстро освоите их применение. Ну вот, друзья, 35 основных горячих клавиш, которые помогут вам ускорить вашу обработку. Надеюсь, видео было полезным. Поставь лайк, напиши комментарий. Можешь этого ничего не делать, это не обязательно. А вот подписаться не забудь, чтобы не пропускать новые и полезные уроки. А на этом, друзья, все. Желаю вам творческих высот. С вами был Серджио. Всем пока и до новых встреч.